Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в описании под любым видео на канале. У нас также есть второй канал, закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что у YouTube тоже есть цензура, и некоторые видео они, конечно же, блокируют. Вы часто спрашиваете меня, для чего закрытый канал, почему я публикую некоторые видео на закрытом канале, а не на открытом канале, почему не все могут его посмотреть. К сожалению, друзья мои, некоторые видео действительно блокируют YouTube, и хотелось бы, чтобы вы увидели их хотя бы на закрытом ресурсе, поэтому и для этого существует закрытый канал. Я благодарю всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Бусти. Вы помогаете нам становиться лучше, шире, развиваться нам, да, мы публикуем больше новых, свежих, интересных видео, которые нельзя публиковать на YouTube контенте, и ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. Также у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. За личные консультации обрядами и обрядовыми свечами прошу обращаться ко мне в личку, либо напишите комментарий под любым видео, я обязательно его увижу и отвечу вам. С нами сегодня карты «Триумф Луны» Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о Михаиле Горшеневе. Вообще, один хороший человек, когда мне было лет 14, сказал мне такую фразу: обязательно спроси у человека, какую музыку он слушает. Если он ответит, что рок, то наверняка у него все в порядке с головой. Я, конечно, не берусь утверждать, однако всех тех людей, кто встречался мне на моем жизненном пути, если они действительно слушали рок, их и правда отличала глубина мысли и неординарное мышление. Вот и я, будучи еще школьницей, впервые увидела концерты Короля и Шута на старых пленках видеокассет. Помните, раньше видеокассеты еще были, DVD еще не было тогда. Я была, конечно, поражена, я встала как копанная, действительно не могла выразить всю полноту своих эмоций. Я ощутила какие-то мурашки по телу, когда увидела лидера группы «Король и Шут», харизматичного Михаила Горшенева, мальчика без передних зубов. Тогда я еще не знала, как его зовут, но вот он вселял такую невероятную, он был настолько невероятно харизматичен, он вселял какую-то уверенность в этот мир, в окружающих людей, в себя, его песни, да, то, как он ведет себя на сцене. Не знаю, я почему-то не заметила того, что у него не было передних зубов. То есть я, конечно, заметила, но для меня это было абсолютно неважно. Какая-то такая изюминка была в его внешности, невероятная. Он не был похож на какого-то забулдыгу, на какого-то человека, который не может поставить себе эти зубы, да. То есть вот это настолько было... Диссонанс такой был, да, человек вроде выступает на сцене, он имеет какой-то изъян, который становится его изюминкой. Наверное, даже через 50 лет я вспомню его как веселого, добродушного человека, который ярко выступал, и от него был шквал каких-то невероятных положительных эмоций. Мы сегодня как раз будем с вами обсуждать Михаила Горшенева. Мы узнаем, был ли этот человек вообще счастлив в своей жизни, что делало его счастливым, почему он умер, да, причины смерти. Это, наверное, самый главный вопрос, который волнует поклонников. Но для начала, как обычно, мы разберем характеристику его личности по полочкам. И первый вопрос – это, конечно же, характеристика личности. Да? Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Михаила Горшенева, лидера группы «Король и Шут». Для меня он до сих пор является лидером этой группы, несмотря на то, что нет этого человека уже с нами, да, и что вместо него поет сейчас Князь. К Князю я тоже хорошо отношусь, он тоже хорошо поет, но именно та харизма, которая была у Михаила, она ни с чем не сравнится и ни с кем не сравнится. Назовите нам, пожалуйста, характеристику личности Михаила Горшенева. Что это был за человек? Каким человеком его видел этот мир? Каким человеком Михаила Горшенева видела Вселенная? Карта влюбленная. Что-то было неправильно в этом человеке, да? Была неправильная связь, или было что-то неправильное, что было у него в жизни. Это, опять-таки, пристрастие к алкогольным напиткам, к наркотическим веществам. Девушка целует дьявола. Поцелуй с дьяволом, да, но девушка еще не знает, что она попала в сети. У девушки прикрыты глаза, а у дьявола глаза открыты, и он прекрасно понимает, что он делает с этим человеком, да. 6. Вообще сакральная цифра, что и старший аркан влюбленные, именно в карте Триумф Луны, в карте Девиан Мун, кстати, да, говорит нам не о выборе, как в классической колоде Райдера Уэйта, а говорит нам о том, что человеком всю его жизнь, с молодых ногтей, с юношества, возможно, да, с его отрочества, совершались какие-то непонятные действия, которые приносили в его жизнь
череду таких событий, которые рушили его жизнь. И рушили жизнь всех окружающих его людей. Вот что-то неправильное было. Скорее всего, это как раз-таки наркотические вещества. Да? Любил подраться, возможно, в детстве, возможно, в юношестве. Да? Был в каких-то неправильных компаниях, находился в неправильных компаниях. Да? Пил, курил, но это было, наверное, у всех подростков. Да? Но вот именно наркотики, скорее всего, привели его к такому необратимой ситуации в своей жизни. Но мы еще узнаем, действительно ли он умер от наркотиков. Возможно, вполне что нет. То есть, если бы не было чего-то неправильного в его жизни, возможно, жизнь сложилась бы совсем иначе. Да? Здесь характеристика личности: он любил, когда в его жизни происходит что-то неправильное. Он любил, возможно, какие-то загулы, и он чувствовал себя в этих загулах прекрасно. Здесь девушка прикрывает глаза, и ей хорошо, ей привольно, ей здорово. Она не чувствует боли, она не чувствует несчастья каких-то, да. Когда, знаете, когда человек чуть-чуть выпьет, расслабится, он забывает про все свои невзгоды, забывает про все свои неурядицы в жизни. Вот здесь как раз об этом говорится, да. Что-то неправильное присутствовало в его характере, что-то неправильное присутствовало в его жизни. Он, возможно, специально шел не той дорогой, извилистой дорогой, да, которая придавала ему уверенности в себе за счет препятствий, встречающихся у него на пути. Вот здесь очень интересно. Человек сам себе устанавливает какие-то ограничения, какие-то препятствия, через которые ему приходится прыгать. Вы знаете, как на конкуре. Конкур – это вид спорта, когда прыгаешь, когда сидишь верхом на лошади и прыгаешь с препятствиями, да, через какие-то препятствия, через какие-то преграды. И вот здесь вот тоже вот я вижу его как на конкуре. Он прыгает через какие-то препятствия на лошади, прыгает один только, да, без лошади. И преодолевая эти препятствия, он становится сильнее. Вот это его характеристика личности. Вот в этом, наверное, скорее всего и заключалась его сила. Я хочу преодолевать препятствия, чтобы чувствовать себя живым. Есть такие люди, которые любят препятствия не ради того, чтобы приносить своим близким, родным какие-то страдания или себе какие-то страдания, а для того, чтобы чувствовать себя живым человеком. Вот такая характеристика личности необычного Михаила Горшенева. Давайте теперь узнаем его слабые и его сильные стороны. Очень понравился мне этот вопрос. Кто-то из подписчиков его задал, и я включила его в свои расклады, этот вопрос. Сильные и слабые стороны Михаила Горшенева. Давайте узнаем. Очень хорошо тоже раскрывают характеристику личности, потому как одной картой раскрыть полностью невозможно человека, да, поэтому мы вставим и этот вопрос сюда. Характеристику личности мы узнали. Сильные и слабые стороны Михаила Горшенева. Покажите нам, пожалуйста, карты. Сильные и слабые стороны Михаила Горшенева. Как я вам уже говорила в недавних своих раскладах, я немножко приболела. Надеюсь, меня слышно хорошо. Надеюсь, это не мешает вам слушать и смотреть расклад. Сильные и слабые стороны, сильные, слабые стороны Михаила Горшенева. У каждого из нас есть слабые стороны, есть сильные стороны, да, какие были у него, давайте узнаем. Сильные стороны, сильная сторона. Это он умел подстраиваться под окружающих и подстраиваться под ситуацию, как я уже сказала, да. Опять двойственная такая карта вышла у нас, как и влюбленные. А влюбленные почему являются двойственной картой? Потому что приходится подстраиваться под ситуацию, под жизненные неурядицы на своем пути. И вот здесь тоже двойка пентаклей нам говорит о том, что, возможно, человек мог делать то, что ему не нравилось, то, что ему под силу, но то, что ему не совсем нравилось, да, и так он мог подстраиваться под определенных людей в своей жизни, под определенные обстоятельства в своей жизни. Это было его сильной стороной, да, он мог и так себя преподнести, но это не значит, что он был двойственен, это значит, что он мог в угоду себе подстроиться под какие-то обстоятельства, которые не совсем ему нравились, и не совсем он хотел это делать, но ему приходилось это делать ради собственной выгоды и ради выгоды, возможно, для своей семьи. Вот это его сильная сторона. А слабая сторона в чем заключалась? Ну, слабая сторона то, что у него было очень много каких-то воспоминаний, возможно, какие-то минуты депрессии, отчаяния, когда он садился и думал, что он совершенно одинок. Но на самом деле это было не так. Четверка кубков говорит о том, что позади него есть ангел-хранитель, есть и верные друзья, есть верные помощники, есть люди, которые его по-настоящему любят. У него имеются какие-то средства для существования, да. Слабая сторона еще про какие-то алкогольные напитки, про запрещенные вещества, да, все-таки кубки у нас здесь вышли, а кубки у нас очень часто указывают не только на эмоции, но еще на какие-то, конечно же, запретные вещества. Слабая сторона – это запретные вещества, и слабая сторона – то, что он часто из-за этих же самых веществ впадал в какую-то депрессию, в какое-то отчаяние, он чувствовал себя невероятно одиноким. То есть у него были такие моменты, когда он просто садился один в комнате, в пустой комнате, закрывался и думал. Он очень любил пофилософствовать на самом деле, да, он был очень начитанным человеком, очень умным человеком. Как-то не так давно вышел сериал «Король и Шут», который я начала смотреть и сразу же закончила, потому что я не поняла, почему его изобразили таким агрессором, таким сумасшедшим человеком,
человеком, который как ведет себя на сцене, так ведет себя и в жизни. На самом деле это неправда. Четверка кубков нам говорит о человеке глубоко думающем, но, к сожалению, подверженным эмоциям, состоянию вот этой апатии, когда ничего не хочется, когда все вокруг надоело, и когда хочется раствориться в пространстве и никого в него не пускать, в это свое пространство. Вот об этом речь. Это его слабая сторона и сильная сторона, то, что он умел подстраиваться под людей и обстоятельства. Следующий вопрос. Счастлив ли был вообще Михаил Горшенев, да? Давайте узнаем, счастлив ли был вообще, и потом узнаем, счастлив ли был со своей первой супругой, Анфисой. Они, говорят люди, они употребляли вместе наркотики. Анфиса, к сожалению, нет сейчас, да, в живых тоже. Она погибла от наркотиков. Опять-таки не берусь утверждать, это все слухи, это все домыслы, я не верю всему тому, что говорят в интернете. Если верить всему тому, что говорят в интернете, это, конечно, чревато последствиями, да, для вашего разума. Интернет специально заливают всякую информацию ненужного характера. Счастлив ли был вообще Михаил Горшенев в своей жизни? Что делало его счастливым? Давайте вот эти вопросы зададим. Счастлив ли был Михаил Горшенев и что делало его счастливым? Потом узнаем, счастлив ли он был со своей первой супругой. Счастлив ли был Михаил Горшенев и что делало его счастливым? Пока буквально по одной карте вытягиваем, когда дойдем до основных вопросов, друзья мои, я выложу всю шестерку карт, как я обычно это делаю, просто для того, чтобы не останавливаться долго на этих вопросах. Счастлив ли был вообще Михаил Горшенев? До счастья нужно было дойти. Он считал, что счастье нелегко достается, и не каждому достается, да, и он еще не докопался вот до этого своего самого настоящего счастья, которое он бы хотел в своей жизни испытать. Я еще зелен, я еще молод, говорил он, даже когда ему было уже за 25, он считал то, что он еще зелен, молод, и то, что он еще не дошел до истинного своего счастья, да. Но здесь про Пентакли говорится, он хотел самореализации, конечно же, да, в этом, наверное, скорее всего и заключалось его счастье, давайте посмотрим. Да, в самореализации он никак не мог выйти из плена, из капкана чего-то, опять-таки, возможно, это запрещенные вещества, да, в чем заключалось его счастье, в том, чтобы быть свободным, чтобы свободно выражать полноту своих мыслей, своих речей, да, чтобы не быть ни от кого зависимым, чтобы у него было, на самом деле, столько ресурсов, то даже не про деньги, а ресурсы в целом, да, сила, терпение, деньги, конечно же, сюда тоже входят, да, чтобы он не мог ни у кого эти деньги, эти ресурсы просить, чтобы он не питался ни от кого этими ресурсами, понимаете, он еще не дошел до той грани вот этого счастья, которое он действительно хотел испытать, вот эту полноту ощущений он в своей жизни не испытал. Хотя его подсознание, возможно, говорило о другом, да, он хотел быть свободным, свободный художник, свободный как ветер, делать то, что захочешь, и чтобы тебя в этом никто никогда не упрекнул. Был ли он счастлив? Возможно, отчасти да, но он еще не дошел до той грани, говорю же, счастливого момента, который бы он просто вот так сел и сказал, ну да, я действительно по-настоящему счастлив. На самом деле такого не было. Счастье достается не всем, не каждому. Счастье достается очень трудной, такой непростой ценой, считал Михаил Горшенев. И он никак не мог освободиться от чего-то, выйти из какого-то плена, из плена, возможно, каких-то своих эмоций, своего подсознания, да, но он был очень эмоционален. Посмотрите, персонаж здесь повернут к нам левой стороной, да, именно левая сторона нам открыта, такая луна, такой полумесяц. И левая сторона – это человек очень талантливый, действительно, да, очень творческий, но в то же время очень эмоциональный, чересчур эмоциональный, чересчур романтизирует эту жизнь, и он считал, что эта жизнь не дает ему какой-то свободы, какой-то полноты бытия, возможно, после того, как он употреблял какие-то наркотические вещества, да, опять-таки повторюсь, извините, что повторяюсь, возможно, он ощущал себя свободным и счастливым, понимаете, возможно, он наркотики употреблял не для того, чтобы сделать своим близким людям больно, а просто для того, чтобы испытать какой-то хоть маленькую толику счастья, да, которую он не испытал в своей жизни. Был ли он счастлив? Ну, не совсем от счастья, да, и не до конца, потому что счастье у каждого свое. Это такой очень сложный вопрос. Любил ли он на самом деле Анфису, свою первую супругу, и был ли он счастлив? Почему я спрашиваю, любил ли? Они познакомились на концерте, насколько я знаю, да, и она употребляла на тот момент, и он употреблял, вместе они потом употребляли, возможно, без этих наркотиков они бы не были счастливы друг с другом, потому что под наркотиками, да, я сама работала с людьми зависимыми, я знаю, что совершенно другие ощущения у человека. Так вот, был ли он счастлив вместе со своей супругой Анфисой, и любил ли он ее по-настоящему, и она любила ли его, да, давайте посмотрим.
Был ли он счастлив со своей супругой Анфисой, любил ли ее. В сексуальном плане, да, очень устраивали друг друга. Здесь карта дьявола, карта королевы жезлов. Она, кстати, была главной в их отношениях. Она держала его за жезл. Но что-то, опять-таки, неправильное было в их отношениях. И здесь девушка повстречалась с дьяволом, но я хочу сказать, что тут мужчина повстречался с дьяволицей, да, скорее всего, потому что здесь женщина заправляла всем и высосала из него все ресурсы. Я не могу сказать, что здесь есть какое-то счастье. Счастье – это все-таки когда вы друг с другом без наркотических каких-то веществ, одурманивающих, да, счастливы, что вас устраивает не только интимная сфера, но вы являетесь друзьями друг другу, да, товарищами, понимаете друг друга с полусловно. Здесь только под какими-то веществами они улетали куда-то в сказочный мир, да. Здесь рыцарь кубков под градусом, скажем так, да, под какими-то веществами, когда только Паж кубков употребляет какие-то вещества, тогда он счастлив. Но без этих веществ по карте дурак они не знают, куда идти, не знают, куда податься, не знают, кому отдаться. Дурак здесь очень сильно чего-то боится. Очень сильно чего-то боялся Михаил Горшенев в этих отношениях. Тут как будто дьявол ему на ухо шепчет: пойдем, найдем новую дозу, да, сделаем это, сделаем что-то запретное. Королева жезлов здесь всем заправляет. Либо Анфиса была огненного знака зодиака, либо просто темпераментная, эмоциональная женщина, которая несет, обратите внимание, что она несет жезл. А жезл – это мужское достоинство. И у нее за спиной шу-шу-шу, шу-шу-шу, очень такие яркие сплетни. И неспроста, да. Здесь, как я уже сказала, женщина заправляла всем в отношениях, и она, именно она, насаждала и говорила Михаилу, что делать, да, пойдем туда, пойдем сделаем это. Обратите внимание, попка здесь подгорает, да, у персонажа на карте дурак. Это означает то, что дурак не хочет никуда идти, но поддается сладким речам дьявола, сладким речам своей дьяволицы и идет куда-то. И сам себе, наступая на хвост, приближает срок своей смерти, скажем так, да, по 15-му старшему аркану. После того, как выпьет, после того, как испытают какие-то яркие ощущения от наркотических веществ, от каких-то, может быть, алкогольных веществ, у них был очень хороший интим, да, по карте влюбленные. Но карта влюбленная – это... Интим-то может быть и хороший, но неправильное что-то в отношениях, да? Здесь ни одной хорошей и счастливой карты я не вижу. Здесь потребление ресурсов, мне все мало, я все потребляю, я все жру с тебя, как такой яркий пример энергетического вампира женской стороны, да? Здесь женщина всем заправляет, и женщина могла бы погубить его, если бы они не развелись, вот если бы они не расстались, то он мог бы уйти гораздо раньше, чем вот он ушел, уже будучи в браке со своей второй женой, да, вот об этом речь. Здесь, да, здесь видно употребление, здесь видно то, что женщина наставляла на путь истины в кавычках, да, сам он не хотел уже, но он шел у нее на поводу, потому что очень она ему сильно нравилась, как женщина, вот она могла им как-то управлять, а он такой управляемый человек, либо лев, либо весы, либо вот такой очень добрый, мягкий, открытый, но такой тоже очень темпераментный, эмоциональный. К сожалению, не увидела, к сожалению, какого он знака зодиака. Посмотрите, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Что было бы, если бы Михаила и Анфису вылечили, были бы они вместе? Вот такой вопрос был. Что было бы, если бы Михаила и Анфису вылечили от наркотиков? Были бы они вместе? Счастливы ли были бы они вместе? Если бы Анфису и Михаила Горшенева вылечили от наркотической зависимости, вот вдвоем вылечили, представьте, два здоровых, адекватных человека, были бы они вместе, если бы их вылечили? И счастливы ли были бы вместе они? Счастливы ли были бы вместе или были бы вместе Михаил Горшенев и Анфиса, если бы их вылечили от наркотической зависимости? Потому что встретились они на фоне уже такого... Нет. Совершенно два разных человека, разный характер, может быть, по темпераменту только схожи, да, темперамент, мечи, мой дом, моя крепость, не лезь туда, да, тут люди бы взглянули совершенно по другим углом друг на друга, я даже больше карт не буду вытягивать, потому что это... То, что я хотела узнать, да, королева мечей обиженная, тут уходит от рыцаря мечей, человек очень рациональный, повернут нам рациональной стороной, знает, чего хочет от этой жизни, он побеждает всех своих врагов, и королева мечей тут уходит обиженная, несолоно хлебавший, хочется сказать, да, мой дом, моя крепость, не суйся туда, дьявол, а вот она все-таки в своей жизни... После того, как ее вылечили бы, она все равно сорвалась бы. Здесь карта говорит о том, что человек обижен на жизнь, обижен на свое детство, да, королева мечей, который очень много людей вокруг себя
Очень много людей, которые верили ей, да, которые любили ее, очень много обидела вокруг себя людей, да, и она ушла бы, как я уже сказала, несолоно хлебавши от Михаила Горшинева, потому что Михаил не позволил бы ей проникнуть в свою жизнь, будучи здоровым абсолютно человеком, будучи независимым человеком. Они бы все равно вместе не были, и их дорожки пути разошлись бы. Только раньше гораздо, если бы они не употребляли наркотические вещества. Вот здесь об этом речь. Следующий вопрос. Почему князь ушел из группы «Король и Шут»? Истинные причины. Почему князь в свое время ушел из группы «Король и Шут»? Истинные причины. Почему князь в свое время ушел из группы «Король и Шут»? Истинные причины ухода князя из группы «Король и Шут». Так. Предательство, он как ощутил какое-то предательство, да, от человека, который был с ним связан, от человека, с которым он был очень давно, да, тут дьявол связал двоих, и у первого, и у второго, я имею в виду Михаила Горшинева и князя, у них как привязанность друг к другу, да, аддикция. Вот здесь 15-й старший аркан дьявола выражает именно аддикцию. Вообще 8 дьяволов в данной колоде Триумф Луны, это оригинальная колода, и в оригинальной колоде есть 8 дьяволов. И вот здесь вот привязанность, аддикция, которая не дает друг с другом расстаться, но ощутил какое-то предательство. Именно князь от Михаила ощутил какое-то предательство. Да, как нож в спину, нож в сердце, и тут трансформация. Тут должно родиться что-то новое, думал князь, да. Вот точно, смерть, все, баста, я ухожу, потому что ощутил от себя какое-то предательство. Ты человек, который связан со мной с самого детства, там, с юношества, я не помню, да, с каких лет они знакомы, но здесь по смерти должно умереть все старое и начаться что-то новое, да. Вот здесь вот предательство он ощутил именно со стороны Михаила. Какое предательство? То, что Михаил тут балагурил, да, вот что-то исполнял как будто бы. Не хочу сейчас никак плохо говорить о Михаиле, потому что очень мне нравилось его творчество, но здесь вот что-то исполнял именно Михаил. И князю это жутко не нравилось. Тут либо какие-то пьянки-гулянки, либо какое-то своевольничество началось, да, я сделаю так, а не как по-другому. И князь считал, что это нерационально делать именно так. Взгляни на это более рационально. Не надо глядеть со стороны просто творчества, да. Творчество не профессия, хочется сказать. Здесь князь хотел сделать так, а Михаил хотел сделать по-другому. Что-то пожадничал, что-то как будто бы не додал ему, да? Да. Женщина и мужчина. Мужчина, влюбленный в женщину, как женщина что-то не додала. Сейчас, секундочку, друзья мои. Ну, тут вот женщина и трое. Здесь трое и здесь трое, да, 3 фигуры вышли. Кто-то из них король воды, кто-то из них король жезлов. Король жезлов мыслит более рационально, рациональной стороной к нам повернуть, да. Король жезлов хочет решить как-то более прагматично данную ситуацию, а женщина почему-то какие-то деньги зажала, вот здесь что-то, какая-то женщина зажала деньги и не дает вот им двоим. То ли здесь была какая-то женщина между ними встала, да, двумя. И человек, который любит выпить, который любит балагурить, танцевать, который любит прожигать средства, да, человек, который любит заниматься какой-то ерундой. А вот здесь вот об этом речь. Двое мужчин и посередине женщина. Почему? Главная причина, почему князь ушел из группы, потому что считал, что Михаил поступает нерационально. Нужно поступить было вот так, а не иначе. И еще плюс ко всему какие-то алкогольные вещества, да, напитки, какие-то, возможно, даже наркотические вещества опять появились. Вот тут женщина как будто не давала денег на что-то. То ли его жена была, вот Михаила, да, не давала денег на наркотики, на алкоголь, возможно, да, тут как будто бы он опять начал, вот как будто бы опять начал жить вот той жизнью, какой он жил до этого. И женщина не давала денег ему. А тут еще и король жезлов, который хочет решить все рационально, мирным путем, но не получается с Михаилом, поэтому князь уходит. Князь уходит, потому что чувствует предательство, чувствует, что Михаил сорвался, чувствует, что ничего серьезного не получится. Да, здесь об этом речь. К сожалению, да, я не обвиняю сейчас Михаила ни в коем случае, я просто говорю, как дела обстояли на самом деле. Отношение князя к Михаилу Горшиневу к концу его жизни, то есть к концу жизни Михаила Горшинева, да, и вообще отношение князя к Михаилу по жизни, давайте посмотрим. Отношение князя к Михаилу Горшиневу к концу жизни Михаила и вообще в жизни.
какое отношение, может, завидовал, да, может, ну, всякое может быть, понимаете, несмотря на то, что они были вместе, рука об руку шли всегда, да, чуть ли не до самой смерти Михаила. Давайте посмотрим просто истинное отношение князя к Михаилу. Общее отношение, общее впечатление, истинное отношение князя к Михаилу. Опять привязка, да, привязка. Боролся с его наклонностями. Вот хочу сказать, что немножко по-другому видела этот расклад. Вот всегда тогда делаю расклад и думаю, что будет вот так, а выходит вообще вот так. По-другому совершенно. Боролся всю жизнь князь с зависимостями Михаила. Он пытался ему помочь, потому что он был настолько к нему привязан, он действительно испытывал привязанность, он действительно был другом, он действительно хотел, чтобы Михаил вот так вот просто выдернуть его оттуда, понимаете? И всю жизнь гулянки, пьянки, какие-то девчонки, возможно, да. Но я не скажу, что Михаил был самодуром, не скажу. Только вот под средствами, да, под какими-то. В целом он был очень вдумчивый человек, который любит пофилософствовать. Но опять-таки, вдумчивый человек, который любит пофилософствовать, это еще не профессия, это еще не все, да. Нужно как-то от своих пагубных зависимостей и привычек избавляться. И вот в этом князь пытался ему помочь. Устал уже, да, устал помогать я тебе сколько можно, хочется сказать. Это вот про князя как раз, да. Следующий вопрос, как относился к нему к концу жизни, как князь относился к концу жизни Михаила, к Михаилу Горшневу. Двойственно. Тут еще кто-то что-то говорил, да, про него. Воспоминания очень теплые, да, остались. Очень теплые воспоминания. Опять-таки воспоминания о том, что все было хорошо, и воспоминания о том, что была какая-то борьба всю жизнь. Вот всю жизнь они как друг с другом, несмотря на то, что были друзьями, боролись как будто бы с этими зависимостями Михаила. Ему, конечно, было очень непросто. Ему было непросто, он пытался сдержать себя, да, после того, как уже ушел Михаил, он пытался быть как кремень, я имею в виду князя, да, князя здесь очень жалко, кстати говоря. Не только Михаила здесь жаль, но и князя, потому что он действительно чувствовал, что ушел его хороший друг, хороший товарищ, но он никак не смог ему помочь. Даже комплекс вины какой-то остался у князя за счет того, что он не смог помочь никак Михаилу. Двойственное отношение было к концу жизни Михаила, еще до того, как Михаил не ушел на тот свет, какие-то разговоры были, да, какие-то пересуды за спиной, он что-то чувствовал еще интуитивно князь, он как будто бы чувствовал, что он уйдет скоро. Вот такое вот было отношение и много воспоминаний хороших, карты воспоминаний, карта о том, как было хорошо раньше, карта о том, какие все-таки были радостные моменты в жизни с этим человеком связаны. Хорошо относился он к нему в целом, очень переживал, винил себя, то, что он не смог ему никак помочь. Отношения Михаила Горшнева и его супруги Ольги, вторая супруга Михаила Горшнева, за неделю до смерти Михаила. Какие отношения были у Михаила Горшнева и его супруги Ольги? Просто говорили, что у них были не очень хорошие отношения уже к концу жизни Михаила. Они ругались на почве, там, как раз-таки, возможно, да, веществ, которые Михаил опять начал употреблять. Отношения Михаила Горшнева и его супруги Ольги за неделю до смерти Михаила. Все ли было хорошо вообще в их семье? Давайте посмотрим сначала отношения Михаила Горшнева и его супруги Ольги за неделю до смерти Михаила. Какие отношения были? Страшный суд. Ну да, здесь, конечно, были споры, пересуды. Дайте я 6 карт выложу все. Ой, тут много выпивки было. Я вижу много, прям много употреблял, много. Остепенись, говорит жена. Прекращай. Жена, женщина сильная в доме. Она пыталась, она старалась, она боролась. Она, правда, до конца жизни боролась и несла на себе эту ношу. Хочется сказать спасибо всем людям, которые его окружали. Вот, кстати, знаете, я делаю иногда расклады. И думается мне так, как я уже сказала, да, выходит совсем иначе, выходит эдак. И в основном люди, которые окружают знаменитого человека, ну, они либо как-то замешаны в его убийстве, да, либо как-то завидуют ему, мешают ему жить, но здесь вот совершенно наоборот. Все люди, которые окружали Михаила, они до конца его жизни не бросали его и боролись с его зависимостями, с его пагубными привычками какими-то. И здесь говорится о том, что жена сильная,
жена все сможет. Женщина сильная, женщина волевая, с характером, который несет аж колонну целую, как викинг, да? Вот здесь об этом речь. И женщина мудрая, остепенись, остановись, послушай меня по карте отшельник, да? Здесь отшельник, еще 9-й старший аркан, еще обозначает какую-то стагнацию, какую-то деградацию. Все застопорилось, все осталось на одном месте. Из-за чего? Из-за того, что вот у нас постоянно какие-то фантазии, а фантазии на фоне чего? На фоне того, что много выпивки, много употребления от человека, от короля кубков. Опять король кубков вышел, да, человек, который разбрасывается деньгами направо и налево и тратит на удовольствие. И вот здесь как раз-таки к концу жизни показывает Михаила Горшенева, несмотря на то, что он такой очень вдумчивый, очень начитанный человек был, да, с философским складом ума. Но здесь, конечно, еще страшный суд, да, тут, скорее всего, жене снились какие-то сны о том, что что-то случится должно с Михаилом. И здесь вот жена показана в виде ангела, в роли ангела. Одумайся, что ты делаешь. Ангел смотрит на людей внизу, люди встают из гроба и боятся очень сильно, да, страшного суда, боятся второго пришествия Христа, боятся, что им делать, как им быть, а люди тут с грехом на душе. Люди боятся за свои грехи получить какие-то блага в кавычках от высших сил. И вот здесь как будто бы жена на него смотрела сверху: остепенись, что ты делаешь? Послушай меня, послушай человека, умудренного опытом. А жена действительно мудрая была. Вот вторая жена очень мудрая была. Если первая жена такая вот дьяволица, то вторая жена вот именно очень мудрая, и она очень переживала за его зависимости, да, много, как будто бы очень много пил, как будто бы вот плохо аж было человеку, он пил, да, тут вот паш кубков не соображает, что он делает вообще, пьет и пьет, а ему все мало, да, тут даже не столько про наркотические вещества, сколько про алкогольную зависимость уже, он как-то вот заливал себя вином, другими спиртными напитками, и я сильная, я справлюсь, но мне кажется, что он скоро уйдет, как будто ей какие-то сны снились. А отношения какие были? Конечно, напряженные были, да? Почему? Потому что Михаил все делал для того, чтобы расстроить ее, к сожалению. Ну, человек уже сам не соображал, да, я про Михаила говорю. А вообще, все ли было хорошо в их семье? Любили ли они с Ольгой друг друга? Все ли было хорошо в семье Михаила Горшенева с его супругой Ольгой? Любили ли они с Ольгой друг друга? Все ли было хорошо в семье Михаила Горшенева со второй супругой Ольгой? Любили ли они с Ольгой друг друга? Любили ли Михаил Горшенев и Ольга друг друга? Все ли было хорошо в их семье, ну, до того, как Михаил снова начал пить и употреблять, да? Все ли было хорошо? Посмотрите, всю жизнь. Вот король кубков – это я вроде бы и отказался от наркотиков, да, но всю жизнь что-то вот как будто подпевает, да, как будто вот что-то употребляет, как будто вот налегке все время, да, навеселее чуть-чуть. Да, были моменты трезвости, были моменты ясности, но вот, да, были моменты ясности, были. Он даже был такой рассудительный, твердый в своих решениях, но все равно где-то рядышком витала его вторая сторона. Вторая сторона в чувствах, в эмоциях, в воде, да, тонул в воде. Угу. Иногда пробуждался вот этот король жезлов в нем, рациональный, рассудительный человек, который может управлять собой, своими эмоциями, своими пагубными зависимостями, но в основном, в частности, да, она спасала его всегда. Да. У медали две стороны, да, здесь вот туз пентаклей вышел, что у медали две стороны. Два человека, и было по-разному. Были моменты трезвости, были моменты хорошие в жизни их, да, две стороны монетки, да. Предательство какое-то было. Предательство и трансформация. Верховная жрица. Был кто-то, да, когда в семье был Михаил, как кто-то был, какая-то связь была или какие-то связи, но я здесь вижу как будто бы одну связь, как будто бы какую-то верховную жрицу, женщину я вижу, да, тайную женщину, любовницу, и жена об этом прознала, она об этом узнала, и отношение, конечно же, поменялось с тех пор. Вот здесь меняется отношение после того, как какая-то любовная связь, да, любовная связь, любовница какая-то как будто бы у Михаила появляется. Здесь разбитое сердце. Разбитое сердце, несмотря на то, что персонаж на карте мужская фигура, да, здесь все-таки мужчина изменил, да, не женщина изменила. Здесь женщина появилась у мужчины. И, кстати говоря, мужчина тоже переживал. То есть Михаил тоже переживал, что была интрижка какая-то. То ли он сам рассказал, да, про эту интрижку. Здесь такое ощущение, что он сам рассказал про интрижку супруги. Не смог сдержать в себе.
И супруга, узнав, конечно же, очень сильно расстроилась, и отношение поменялось кардинально. Да? Тут такая яркая трансформация, как мечом в голову воткнули. Но появилось что-то новое. То ли была беременна на момент, когда изменил, да, скорее всего, то ли была вот прям вот на сносях уже рожать. Все поменялось. И он рассказал ей об этом. Да, была какая-то интрижка, такая, знаете, такого характера, вот, но недолгая, скажем так. Все ли было хорошо? Ну нет, не все гладко, конечно, было. Были очень такие трудные отношения, напряженные. Любили ли друг друга Михаил и Ольга? Ну вот по-настоящему, с теми теплыми чувствами, эмоциями. Никогда бушует только страсть, а вот именно ты любишь человека уже не просто как мужчину или как женщину, а как друга. Любили ли они по-настоящему? Была ли теплота в их отношениях? Вот та теплота, которая бывает, когда вы долго уже живете вместе, когда вы друг к другу настолько прикипели, настолько вам хорошо вместе, делать абсолютно все, разговаривать абсолютно обо всем, да? Любили ли Михаил и Ольга друг друга? Михаил любил Ольгу? И любила ли Ольга Михаила? Ольга очень любила, но не могла как будто бы с ним развиваться. Как будто бы, вот знаете, девятка опять, да? Девятка кубков. Я развития наших отношений не вижу, хотя мы муж и жена. Вот я тебя как будто бы ото всех хочу уберечь. Ото всех уберечь, от всех скрыть и от всего уберечь и скрыть опять кубки, да? Но кубки здесь не только, конечно же, про выпивку, здесь, конечно же, про чувства и про эмоции. Я хочу тебя уберечь от зависимости, я хочу тебя уберечь от всего мира, я хочу, чтобы ты был мой, но ты почему-то не совсем мой. Я как будто бы не вижу развития ни себя, ни нашей семьи, я будущего не вижу. Она любила очень, но так переживала. Она, вы знаете, карта жадности. Я хочу тебя украсть и никому тебя не отдавать. Это не совсем про любовь, но учитывая, сколько натерпелась в этих отношениях его супруга, конечно, хочется сказать, что мне ее очень жаль. Чисто по-женски, да, а вот любил ли Михаил Ольгу, он давал ей чуть-чуть внимания, знаете, как будто вот незаслуженно, она заслуживала больше, он ее любил, он давал ей внимание по чуть-чуть, здесь с человечка капает водичка на рыбку, а рыбка, ну знаете, она обитает только в воде, она на суше никак не может, однако рыбка просто просит этого внимания, ну дай мне хоть чуть-чуть, ну дай мне хоть немножечко внимания, а он ей пентакль дает ненужный, да, ну зачем рыбе деньги, скажите мне, пожалуйста, ну что она на них купит? Не купят ли вообще когда-нибудь, да? А водички вон она сколько, капелька воды течет, да, с этого человека, с кувшина и попадает немножечко на рыбку. Ну, сейчас попадет. Но этого мало рыбки, мало этого внимания, мало этой любви. А вода – это опять-таки чувства, эмоции, любовь, да. А кубки – это вода. А здесь пентакли. Он давал ей не совсем то, что ей было нужно. Он ей все про деньги, он ей все про бизнес, он ей все про творчество, про карьеру. А она-то хотела любви, понимаете? Вон сколько у нее любви. Любви, которую она не смогла додать и раздать до конца ему, тому человеку, которого на самом деле полюбила. Она его так хотела спасти, мне так ее жаль, искренне, вот по-женски, правда, аж прям до слез. Но он, к сожалению, не давал ей того, что она на самом деле заслуживала. Не совсем про любовь, то ли он не умел любить до конца, да, он очень любил близких людей, окружающих его, но у него была своеобразная любовь. Вы знаете, когда человек может только так, а не иначе любить, и по-другому он не умеет просто. Если был здесь туз кубков или хотя бы король кубков, королева кубков, я бы могла сказать, что она была его любимая женщина, да, но здесь, к сожалению, об этом ничего не говорится. Что произошло с Михаилом в день его смерти, незадолго до его смерти? Что произошло с Михаилом Горшеневым в день его смерти, незадолго до его смерти? Что произошло с Михаилом Горшеневым в день его смерти, незадолго до его смерти? Я знаю, что даже расследование было, да, его смерти. Возможно, оно до сих пор даже не закрыто, это расследование, не могу сказать. Не смотрела. Что было с Михаилом, что произошло с Михаилом в день его смерти? Что произошло с Михаилом Горшеневым незадолго до его смерти, в день его смерти? Так. Интересно, что он обуздал всех своих драконов. Вот здесь вот очень интересно, что карта мимикрии, карта подстраивания под людей. Людей, кто его на самом деле любит, ждет, кто ему предан. Вот как будто бы такое ощущение, что он как раз-таки в день своей смерти не употреблял.
Интересно, он отвернулся от этого. Тут карта нарциссизма, но тут карта не совсем про нарциссизм говорит, да, здесь я обуздал всех своих драконов. Что дракон аж, сам дракон, я на нем сижу, я, знаете, его обуздал. Я не покупал даже в этот день каких-то спиртных напитков или еще чего-то, но спиртное точно не употреблял. Вот здесь вот про то, что не употреблял я в этот день никаких запрещенных веществ. Спиртных точно, сейчас дальше посмотрим. Подстроился под тех людей, которые действительно хотят мне добра. Как будто бы с кем-то был разговор, да, этого, то, что, ну, Михаил, ну, перестань, ну, не употребляй, с женщиной, возможно, да, был разговор. Но дьяволица тут вышла, настигнула, и пришла башня, да. А почему нет? Все-таки, знаете как, интересно. Сейчас мы причину смерти посмотрим, да. Но здесь не употреблял и сорвался. Обратите внимание, что везде кубки у него выходят. Кубки – это не только алкоголь, это еще запрещенные вещества, да. Это когда плыву по воде, ясно не вижу, ничего не понимаю, плывет рыцарь на русалке. А русалку мы когда можем встретить с вами? Я верю в русалок, они действительно существуют, но здесь такая аллегория немножко, да, миф такой. Рыцарь плывет на русалке после того, как он выпил немножко, да, ну то есть кажется, что-то чудится, мерещится. Пришла дьяволица. Дьяволица – это не совсем про человека, это про пагубную зависимость. Я сказал то, что я отвернусь от выпивки. Я сказал и сделал. И он горд собой, да, гордость за себя. Я сказал, потому что я обещал родным и близким людям своим. Я обуздал своих драконов. Однако к концу дня, тут вот знаете, как день и вечер, однако к концу дня я все-таки употребил. И употребил до такой степени, что стало мне плохо, что пришла башня. Две башни в колоде «Триумф Луны». Он мог бы спастись. Одна башня – это классическая башня, когда спастись не представляет возможности, да. И вторая башня – это свечение, lightning называется. И вот свечение, как раз-таки здесь пожар можно потушить. Но он не стал его тушить, как будто бы. Как будто бы как передозировка пошла. Знаете, вот как слишком много воды. Я сейчас потону, но я, слава богу, плыву на русалке. Пришла дьяволица, и вот он что-то употребил. Но сейчас причину смерти мы еще посмотрим. Что-то употребил, это 100%, и это не алкоголь. И это не алкоголь. Людей рядом с ним не было на тот момент. Он разговаривал до этого с какой-то женщиной, но я вижу, что это было либо утром, либо за день до того, как он умер. Причина смерти Михаила Горшенева. Причина смерти. Очень много кубков выходит. Очень много чувств, очень много романтизированности, отношений этого мира. Очень много несерьезного, понимаете? Как несерьезно к жизни относился, и жизнь отплатила ему, вот видите, чем, да? Причина смерти Михаила Горшенева. Причина смерти Михаила Горшенева. От чего он умер? Причина смерти Михаила Горшенева. И от чего он умер? Причина смерти. Угу. Так. Вот тут сама из смерти показана, да, собственно говоря, Луна тут в конце «Спи, засыпай, спи моей радостью сне». Я же говорю, да, тут все-таки про укололся, да, укололся. Здесь вот девятка жезлов как раз про укол, про какой-то, да, который принес ему последний вздох в его жизни. Тут про укол, то, что он купил на деньги, пожадничал как-то. Карта жадности, передозировка. Слишком много до такой степени, что уснул навсегда. Карта Луна, темная Луна. Луна практически в любой колоде нехорошая. Когда мерещится дьявол, когда мерещатся всякие штуки, да, непонятные, неопознанные, это тогда, когда сознание наше помутнено, замутилось сознание, да. Это когда произошла передозировка. Слишком много. Тут не про деньги.
Я сразу говорю, да, мы тут вытянули пентакли, но тут не про деньги, вообще не про деньги. Тут карта жадности, смерть за мной пришла. Посмотрите, смерть сзади стоит, а я пожадничала слишком много, передознулся. Тут про передозировку, правда, и ушел в далекие края. Хотя не хотел умирать. Не хотел умирать, это не самоубийство, сразу говорю. Он погнался за чем-то мелким, да, то есть он хотел чего-то мелкого. Что такое мелочь? Что такое мелкое что-то? Это значит, что он хотел получить дозу эйфории какой-то, да, доза эйфории и целая жизнь – это разные вещи. И доза эйфории в данном контексте – это что-то мелкое. Погнался за чем-то мелким, погнался за наркотиками, погнался за тем, чтобы вот ему стало хорошо, интересно, классно. Возможно, он хотел какую-то творческую жилку раскрыть именно в этот день, да, вот что-то вот как будто он к чему-то готовился, понимаете, вот как будто что-то на днях должно было случиться такое, где он должен был полностью раскрыться в своем творчестве, и он именно из-за передозировки погиб, понимаете, не подстроился под обстоятельства, погиб из-за передозировки, укололся слишком много, ушел в далекие края после этого, хотел погнаться за чем-то мелким, но оставил самое крупное, это жизнь, да. Самое большое, что дано человеку, это жизнь, его душа. Уснул навсегда, не просыпаясь. Он как будто бы уснул. Он заснул и во сне умер. То есть он не уснул от того, что вот, вернее, он не умер от того, что вот ему прям было больно что-то, да, что-то схватило, прям сердце кольнуло и все. Нет, он спокойно ушел и умиротворенно ушел во сне. Ему не было больно. Он просто ушел во сне. И что-то ему снилось во сне нехорошее. Как будто, вы знаете, он как зажимается, как будто что-то вот снится ему, он действительно ушел. Погнался за чем-то мелким, за наркотиками, да, чтобы приобрести что-то большое. Он хотел какого-то поднятия творческого настроения, как будто он к чему-то готовился на днях, как будто где-то выступить готовился, да, так, чтобы у всех, чтобы все вообще были поражены, да, насколько он харизматичен и как он может. Он умер действительно от передозировки. Имел ли Михаил Горшенев проблемы со здоровьем вообще в жизни? И какого рода? А то говорят некоторые, что у него были проблемы с сердцем, а кто-то вообще говорит, что у него была онкология. Ну, такие разные вещи, да, ребят. Тут прям хочется узнать. Имел ли Михаил Горшенев проблемы со здоровьем? Какого рода? Имел ли Михаил Горшенев проблемы со здоровьем? Какого рода? Одни дьяволы уходят, карты прям сыпятся. Здоровье. Умеренность – это как раз здоровье, да? Какого рода проблемы со здоровьем? Что-то с печенью и что-то вот, знаете, опять про выпивку, да? Что-то с печенью, как гепатит, что ли, да? Гепатит С как будто бы, да? Ну, бывает вот с печенью цирроз, гепатит С, вот прям хватается за живот, но здесь не про живот, здесь не про кишечник, здесь все-таки про печень, потому что человек пьет, и вот опять проблемы, да? Интимная сфера страдала к концу жизни. Почему? Потому что слишком много употребления было. Возможно, кстати, еще поэтому он употреблял наркотические вещества, потому что под наркотиками дофаминовая система работает по-другому, да? Восполняет, скажем так, интимные несостыковки. Вот, и поэтому, возможно, он еще и употреблял. Действительно, здоровье вышло, проблемы со здоровьем, с печенью что-то. Сердце не вижу, вижу интимную сферу, вижу печень. Гепатит какой-то, как будто бы. И последний вопрос. Переродилась ли душа Михаила Горшенева и переродится ли в скором времени, если еще пока нет? Переродилась ли душа Михаила Горшенева? Переродилась ли душа Михаила Горшенева? Переродилась ли душа Михаила Горшенева? И переродится ли в скором времени, если пока еще не переродилась? Обнуление, семья. Такое ощущение, как будто человек уже родился в другой семье, да? Уже десятка произошла, 0, обнуление, он уже пришел к точке невозврата, и это точка невозврата звучит сейчас, наверное, так, да? Не очень хорошо, но к точке невозврата я имею в виду, он уже переродился, да? Он уже стал членом какой-то семьи. Он ребенок пока еще, да, 2 десятки. Ребенок переродился, ребенок стал частью какой-то семьи, что-то новое родилось, как будто вот совсем недавно он родился в образе младенца. А какой будет его новая судьба? Он будет очень мудрым человеком, в отличие... Ему будет непросто, ему будет тяжело, он родился в обычной рабочей семье,
Ему будет очень непросто в жизни, но он родился очень мудрым, умным человеком, в отличие не будет совершать тех поступков, в отличие от того Михаила, которым он был, да? Какая-то женщина обидит его в этой жизни очень сильно, как он обидел когда-то. Жизнь его не будет долгой, к сожалению, снова. Он умрет молодым. Но он не будет известной личностью в этой жизни, да. Его как будто бы убьют. Вот в этой жизни его убьют. Это другая сторона медали, говорит нам карта, говорят нам карты Таро. Вот такая непростая судьба, он будет перерождаться до тех пор, пока не поймет чего-то самого главного в своей жизни. Друзья мои, вы просили меня расклад на Михаила Горшенева, пожалуйста, задавайте вопросы, если нужно будет, сделаем еще один расклад, потому что я понимаю, что в один расклад невозможно вместить все эти вопросы, которые вы мне задали. Пожалуйста, пишите комментарии, как вы относитесь к Михаилу Горшеневу, как вы относитесь к творчеству Короля и Шута, потому что на самом деле песни классные. Друзья мои, напоминаю, что у меня есть личные расклады, обряды. И мы также делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. Или напишите комментарий под видео, я обязательно его увижу. И отвечу вам, дорогие друзья, я вас очень люблю. И до новых встреч!